Итак, как обещал, делаю отдельную видеозапись, почему я отказался от якоря. Я заказал якорь, он ко мне пришел успешно. Заказал я его в Озоне. Хороший якорь весом 4,5 килограмма. Мне пришел с нижним страховочным кольцом. Ну, все, казалось бы, отлично, все хорошо. Но в итоге я отказался от якоря. И вот почему. Да, перед тем, как говорить про этот якорь, почему 4,5 килограмма? Ну, сперва немножко теории. Вес якоря определяют следующим образом. 1 килограмм якоря на 1 метр лодки. То есть у меня 3-метровая лодка. Это значит, что на мою 3-метровую лодку нужен якорь весом не менее 3 килограммов. Дальше прибавляют 1 килограмм, если рыбачить при сильном ветре. Сильный ветер, и добавляют еще 1 килограмм. То есть это уже 4 килограмма. И если рыбачить на сильном течении и при сильном ветре, добавляют еще 1 килограмм. То есть получается 5 килограмм. То есть если рыбачить на течении, при ветре, якорь должен быть около 5 килограммов. Именно поэтому я заказал якорь 4,5 килограмма. Вот. Но пришлось, повторюсь, мне его отправить обратно из-за того, что он тяжелый, вес тяжелый. Вот. Это что касается теории. Кто-то скажет, что, наверное, тяжело, большой якорь. Я скажу теперь про свою практику. Значит, я пробовал рыбачить последний раз, если последний видеоролик видели, я рыбачил при сильном ветре, но не на русле, не на течении. И я использовал сумку. Знаете, такая сумка из-под сахара, песка, 5-килограммовый, когда покупаете песок, там сумка. Я в эту сумку клал 2 кирпича. Здесь на берегу валяются кирпичи. 2 кирпича клал. Вес кирпича примерно 4 килограмма, то есть получалось 8 килограммов. И меня не держало, меня тянуло, меня тащило. Понятно почему. Сумка, она ровная, дно там, если, допустим, ровное, зацепиться незачем. Меня тащило 8 килограмм. Я, значит, после этого отказался от использования сумки. И вот в тот же день я использовал камень. На острове взял камень. Вот он. Вот этот вот камень. Он весит 15 килограмм. Привязывал камень, использовал камень. Но это при сильном ветре и на течении. Он меня хорошо держал, 15-килограммовый камень. И меня не сносило. Вот видите, как шумит ветер. Вот. Если нет ветра, то вполне держит не на течении кирпич. Вот я сегодня, например, буду вязать вот этот камень. Так вот, а почему пришлось отказаться от якоря? Как вы знаете, я вожу свою лодку вот на этой тележке. В прошлом году была другая тележка. В этом году я купил более сильную, такую укрепленную тележку. И вот этот вот весь скарб, вот это все, весит около 30 килограмм. Лодка 15, это где-то 10. И по мелочи тут наложено, навалено. Вот. То есть это примерно 30 килограмм. Да, и сумка еще. Сумка тоже килограмм 5 весит. Да, тут еще наверху спальник. То есть если я это все сюда положу, это около 30 килограммов. И якорь 4,5 килограмма, почти 5 килограмм, уже получается тележка весит 35. Это уже тяжело. Я когда покупал этот якорь, я знал, что я его возить с собой не буду. Я планировал его прятать на берегу, в крайнем случае закапывать. Но я здесь все посмотрел, обошел. Здесь довольно-таки людное место. С одной стороны забор, с другой стороны тоже забор. И тут люди постоянно бывают. В общем, я не нашел места, где бы мог его закопать, этот якорь. А так я планировал именно вот так.
А возить его, ну, не представляется мне возможным, потому что это лишние 5 килограмм, это уже перебор. Кто-то скажет, ну, Герман, 30 килограмм это ерунда. Ну, знаете, эти листы железа, я надеюсь, они вас сильно не слышно их, не заглушают меня. Что такое 30 килограмм? В тренажерном зале 30 килограмм это не так много. То есть это 2 пудовые гири, штанга, там, не знаю, гантеля. В принципе, я с 97 по 2005 занимался культуризмом, и за это время перетягал тонны железа. С 2005 вот по сегодняшний день боксом занимаюсь. В тренажерном зале 30 килограмм поднять это одно. А с тележкой это уже совсем другое. Когда я делал ремонт 10 лет назад, 50-килограммовые мешки с цементом я поднимал на 5-й этаж. Ну да, тяжело, но поднимал. Мешок 50 килограмм. А здесь, казалось бы, 30 килограмм. Но все дело в габаритах. Просто, когда вы берете маленький вес, ну, например, вот мешок перед собой на руки беру, у него центр тяжести вниз. И как бы его несешь. Или на плечо, на плечи можно положить. То вот с тележкой она габаритная, и из-за габаритов получается, что центр тяжести находится не перед тобой, а центр тяжести где-то вот, ну, чуть ли не в полуметре от тебя. Я ее например, на 5-й этаж я эту тележку не могу поднять. Ну, физически не получается, габариты мешают. Я ее поднимаю 3 заходами на 5-й этаж. 3 заходами. Я сперва поднимаю лодку, вот эту лодку на плечи, и сумку. Это первый заход. Второй заход я поднимаю вот эти доски, тоже там 10 килограмм доски, ну и по мелочи, например, пенку. И третий заход я поднимаю уже саму тележку, вон там доска, вот эту доску, тазик, и если еще спальник. То есть я делаю 3 захода на 5-й этаж. Вот, поэтому это не одно и то же поднимать в тренажерном зале 30-ку и вот эту вот тележку. То есть как бы я ее беру вот левой рукой здесь слева, а правой рукой я вот здесь на сумку с лодкой пришил, видите, вот второй рукой за это беру. И повторюсь, получается, что центр тяжести, вот я его беру, мне же его надо туда, ну, в автобус затащить. Получается, что центр тяжести дальше, чем полметра от меня. То есть она еще широкая, у меня раньше была узкая тележка. И видите, тут нога не идет, а вон через полметра только. Центр тяжести вон там. Так что поэтому пришлось мне отказаться от якоря. Я его отправил обратно. Вот 15-килограммовый камень, мне его поднимать и нести в разы легче, чем вот эту тележку. То есть вот этот камень, да, 15 килограмм, ну, я могу поднять и ходить с этим камнем спокойно, без проблем. С этой тележкой нет, не получится. Потому что ее вот так поднимаешь, и все, левую ногу уже некуда, ну, вперед не шагнешь, потому что тележка мешает, она вот прям перед тобой. Правой ногой еще, ладно, можно там как-то огибать. В общем, из-за габаритов эти 30 килограмм превращаются в гораздо больше. И мне пришлось от якоря отказаться, потому что таскать с собой лишние 5 килограмм туда-сюда не хочется. Вот. Я отправил его обратно. Якорь. Ну, якорь хороший. Я к этому видео приложу фотографии этого якоря. Посмотрите, как он выглядел. Со страховочным кольцом. Все нормально, все в порядке. Но вот из-за того, что я не нашел места, где его тут прятать. Ну, казалось бы, что можно здесь прятать? Ну, я просто не нашел. Можно в кусты кинуть, но якорь 2200 стоит. Ну, достаточно много для меня, поэтому терять его не хотелось бы. Поэтому, ну, вот так. Буду использовать дальше кирпичи и камни. Вот почему пришлось отказаться от якоря.